Мои дорогие, всем привет! Добро пожаловать на расклад. Сегодня он называется «Вы и он. Будущее ваших отношений. Чего можно ожидать?». Конечно, расклад подойдет тем, кто находится в отношениях, чьи отношения еще живы. Между вами, может быть, пробежала кошка, пауза, ссора, что-то такое произошло. Хотя, знаете, за свою жизнь и за годы практики тарологической я поняла, что никогда не говори никогда. Даже бывает, что люди расстались, и потом все равно их судьба сводит вместе, или, не судьба, может быть, их желание их сводит вместе все равно. Поэтому я уже ничему не удивляюсь. Я давно поняла, что иногда в жизни бывают ситуации, которые нарочно не придумаешь. Например, у меня есть пара, которые были женаты, расстались по серьезной причине. Причина была измена, причем не со стороны мужчины. Они расстались, они поженились с другими людьми, то есть вышли замуж и женились на других людях, прожили несколько лет, расстались и снова сошли вместе, поженились, и с тех пор они уже много-много-много лет вместе. Поэтому давайте будем смотреть сегодня на ваши отношения. Какие возможные варианты развития? Конечно, мы посмотрим один возможный вариант развития ваших отношений. Не забывайте, что расклад общий. Такие расклады надо смотреть, используя свою интуицию и обязательно свою логику и интуицию. Итак, подсказочка. Шестерка пентаклей. Отношения живы. Я такое могу сказать, что отношения еще живы. Отношения не умерли. Вы в отношениях. Ваша роль, как вы себя ведете, как проявляетесь в отношениях. Мужчина в отношениях. Как он себя ведет по отношению к вам. Что в реальности происходит между вами. Здесь такая ситуация. Начнем с мужчины, потому что это прямо четко выраженная позиция, когда мужчина в тупике, он ничего не решил. Знаете, у кого-то здесь, конечно, может быть треугольник, но я сейчас не буду углубляться в тему треугольника. Мы сейчас смотрим только на вас. У мужчины могут быть разные обстоятельства, так же, как и у вас. Но если мы сейчас начнем говорить про треугольник, это мы уйдем в другую сторону, это будет бесконечный расклад. Поэтому мы сейчас смотрим вы и мужчина. Значит, мужчина сейчас в сложной ситуации, когда он находится в тупике. Это может быть потому, что он сам не определился, чего он хочет. Сама ваша ситуация сейчас может быть такая, что мужчина засомневался. И вполне возможно, что когда-то раньше, если даже он представлял ваше будущее четко, то сейчас вот именно на фоне чего-то, что сейчас у вас, он этого не видит. Он не знает, что будет дальше. Возможно, он сейчас закрылся, вы с ним ничего не обсуждаете, или же он не раскрывает вам своих истинных мыслей, чувств и намерений. Что касается вас, ваша позиция активная. Вы хотите знать. И ваша активность, возможно, направлена не столько даже на то, чтобы быть с этим человеком, сколько выяснить, что же все-таки происходит. Потому что для вас сейчас любое прояснение ситуации – это уже будет результат. Даже если окажется, что вы не вместе и у вас нету никакого будущего, вы успокоитесь уже просто на том, что вы узнаете правду. Потому что ваш посыл сейчас именно узнать, что же происходит, понять, что происходит. И что же происходит между вами. Императрица. Я это вижу как потенциал развития. Это мужчина может видеть вас, такой женщиной в своей жизни, очень важной женщиной, которая его тянет, манит, и с которой он не расстался. Несмотря ни на что, как бы он сейчас ни закрылся. Но для него это не точка, потому что все-таки есть вы, и вы остаетесь в его жизни. Точно так же для вас. Вы хотите быть этой женщиной для мужчины. Самой важной, самой главной, любимой, единственной женщиной. У кого-то, как я уже сказала, здесь может быть другая женщина, и она может быть между вами, знаете, как присутствие третьего. Но дальше мы будем смотреть. Сейчас мы говорим только о вас.
Так, мы проясним сейчас ваши позиции и что между вами все-таки. Ну, мужчина подтверждает, что он сейчас не склонен к действиям, он не склонен к каким-то обсуждениям, он еще сам на самом деле не знает, как он будет действовать и что будет дальше. Потому что подтверждают нам 4 мечей, подтверждают 2 мечей. Обе карты — это карта бездействия, пассивности, нежелания каких-то действий и, возможно, даже нежелания рассматривать какую-то ситуацию. Здесь может быть усталость у человека, возможно, даже психологическая какая-то травма, от которой ему нужно отойти, восстановиться. Здесь может быть вплоть до болезни. Именно болезни. Это может быть физическая болезнь, конечно, у кого-то, но у кого-то это может быть болезнь на почве переживаний. И вот у него сейчас потребность от этого закрыться и восстановиться. У вас же здесь очень простое, понятное стремление к счастью, к спокойствию. Вам нужно выяснить ваши дальнейшие шаги, понять, чего хочет мужчина. И, как я уже сказала, вы найдете для себя успокоение и даже удовлетворение какое-то в любой информации. Просто вам нужна определенность. Вы будете счастливы, несмотря ни на что. Вы так себе сказали. У вас есть для этого все ресурсы. Но, конечно, все-таки вы направлены в сторону мужчины. И, конечно, для вас идеальный вариант был бы быть именно с этим человеком. Но у вас есть определенные стандарты. И жертвовать своими стандартами вы тоже не станете ради кого-то. То есть для вас все равно вы на первом месте, ваша наполненность, ваше ощущение благополучия, счастья для вас очень важно. Вы, конечно, хотите, чтобы это было с ним, но если он с вами быть не хочет, то вы найдете для себя ресурсы, чтобы продолжать жить дальше. Вот такая здесь позиция. И на данный момент мне здесь показывают, что между вами все-таки какая-то острая, неприятная ситуация. Это может быть измена, это может быть просто обида, когда вы друг другу чего-то наговорили. Каждый из вас здесь может ощущать предательство, да, другого человека. И каждый из вас по-своему это переживает. Просто мужчина это переживает, закрывшись, а вы хотите что-то выяснить. У вас более активная позиция, вы открыты к разговору, к диалогу, а мужчина закрыт. И, возможно, в этом сейчас и есть камень преткновения, что вы по-разному решаете проблемы. Вы хотите поговорить, а мужчина хочет помолчать. Давайте спросим с точки зрения мужчины, как вы ведете себя сейчас, как он видит ваше поведение в отношениях на данный момент. 8 чаш. Он понимает, что вы не успокоены, не удовлетворены, что у вас есть желание как-то ситуацию изменить, улучшить, и если этого не произойдет, то вы готовы к самым кардинальным шагам, вы готовы выйти из отношений, если вы не получите то, что вам нужно. А вам нужна ясность, вам нужно понимание, что мужчина какую-то активность проявляет к вам, что у него есть желание по-прежнему. Если вы этого не получите, то вы уйдете. Здесь у нас 8 чаш. То есть мужчина прекрасно понимает, что он может вас потерять. И, возможно, он даже не знает, что на самом деле вы готовы к диалогу, что вы открыты. Он ощущает это так, что вы уже закрылись. Он, возможно, судит по себе. Если он закрыт, он думает, что вы закрылись, и вы уже на пути в другую жизнь. Он так это ощущает. Как он к вам относится на данный момент? Как он вас видит? Огненная королева жезлов, которая готова к действию, которая уже нацелена на что-то новое. Он знает, что вам нужна любовь, что вам нужна искренность в отношениях, и что вы будете это искать. Если вы не найдете это с ним, то вы будете именно двигаться в поиске своего счастья, своих настоящих отношений. Он это прекрасно понимает, так вас и видит. Также он понимает, что вы не станете прогибаться, вы не пожертвуете чем-то, вы не согласитесь на меньшее. У вас есть определенные стандарты. Быть в тех отношениях, которых вы достойны, которых вы заслуживаете.
Он видит вас как очень яркую женщину, очень активную, харизматичную. И, конечно же, такая женщина не станет довольствоваться меньшим. Он знает, что у вас и с самооценкой все в порядке, и вообще в жизни у вас все хорошо. У вас все хорошо в жизни. Он вас такой видит, очень ценной женщиной. Не зря здесь показали императрицу. А на эмоциональном уровне что он ощущает сейчас к вам? Ему очень хочется вас остановить и задержать, потому что у него к вам не просто желание, а очень собственническое отношение. Здесь у нас король жезлов. И вот интересно, как вы выходите здесь парой, да, королева жезлов, король жезлов. И здесь у нас еще маг и умеренность. И вот как раз вашего шута, да, по шуту вы готовы уже куда-то двигаться. Вы готовы по шуту искать свою судьбу, искать то, что нужно именно вам. Именно для этого вам нужна ясность от этого мужчины, для того, чтобы он как бы развязал вам руки, чтобы у вас уже было понимание, что делать дальше, потому что вы уже готовы. Вы готовы двигаться, вы готовы уйти. Если вы не находите любовь здесь, вы будете ее искать. Он это понимает, и он хочет всячески вас остановить, вас затормозить, потому что он не готов вас потерять. Он хочет схватиться за вас и держаться. Там, где у вас шут, у него умеренность. Он говорит: подожди, мне еще надо подумать. И даже если он будет думать бесконечно, он все равно не захочет вас отпускать. Здесь и мужской эгоизм, и собственничество, и желание настоять на своем, и, конечно же, притяжение к вам огромное. И маг у нас здесь. Понимаете, сочетание король жезлов и маг. Несмотря ни на что, он хочет вас побороть, своим магом вашу королеву жезлов он хочет побороть. Он хочет все равно, чтобы было так, как хочет он. Он может затягивать ситуацию и не отпускать вас. Понимаете, он может постоянно что-то обещать, именно для того, чтобы не отпустить вас, чтобы затянуть эту ситуацию. Здесь идет такое противоборство интересов. И здесь нам его тоже показали, что там, где вы стремитесь скорее, там он хочет затянуть ситуацию, при этом вас не отпуская. Там, где вы проявляете свой характер и говорите о своих желаниях и намерениях, там он становится магом, он может и манипулировать здесь, и угрожать даже. Здесь у мужчины может быть совершенно разный характер, у ваших мужчин, да, потому что общий расклад, не забываем. Но здесь характерно то, что мужчина будет проявлять свою волю, свое мужское начало вам демонстрировать. Если чувствует, что вы ускользаете от него, то он утроит свои усилия для того, чтобы вас удержать. Поэтому как бы он здесь не демонстрировал свое безразличие, пассивность вот сейчас в настоящий момент, но внутри у него бушует пламя. У вас с ним могут быть разные темпераменты, несмотря на то, что его здесь тоже показывают огненным, жезловым, но это вовсе не обязательно. Он просто по натуре может быть более медлительным. И, пожалуйста, не ориентируйтесь на то, что я говорю: жезловая королева, жезловый король. Это далеко не всегда говорит о том, что вы относитесь к этой стихии. Это то, как вы проявляетесь в разных ситуациях. В нас во всех есть разные стихии, просто какие-то проявлены больше, какие-то меньше. И в разных ситуациях в жизни у нас те или иные стихии преобладают. Поэтому это вовсе не обязательно, что король этот жезловый будет очень быстрым, стремительным. Нет, он может быть в жизни вообще пентаклевым. Но когда дело касается чувств, эмоций, в нем просыпается вот эта жезловость. Поэтому у вас здесь может быть просто несовпадение темпераментов. Вы можете быть быстрой, стремительной, а он может быть очень медлительным. Поэтому он хочет ситуацию затянуть, чтобы только его не заставляли очень быстро принимать какое-то решение. Давайте спросим, изменилось ли как-то то, как он на вас смотрит, то, как он вас видит с течением времени. Ну или другими словами, что он понял о вас. Что он понял о вас с течением времени.
понял то, что вы можете принимать очень быстрые и жесткие решения. Он ощутил вашу силу. То есть, если изначально вы ему казались более мягкой, более податливой женщиной, и, возможно, на начальных этапах у вас было соединение такое на эмоциональном уровне, когда казалось все идеально, вы вот настолько друг к другу подходите, две половинки, да, встретились, две половинки, но с течением времени, возможно, когда у вас пошли какие-то трения, проблемы, несовпадения стали выявляться, он вдруг понял, что, оказывается, вы женщина со стержнем, вы женщина с характером. Он увидел вашу логику, ваш трезвый ум, что вы далеко не всегда будете следовать за своими чувствами. Потому что эмоции эмоциями, но когда дело касается принципа какого-то, то вы будете стоять на своем принципе. Также он понял, что вы очень наблюдательная женщина, что вас не обмануть. Если пытался это сделать, то он на этом обжегся. Скорее всего, были моменты, когда вы просто ему дали понять, что вас обмануть невозможно. Вы, может быть, показали ему, что вы насквозь его видите, что вы поняли его вранье, если такое было. Вот здесь у нас паж мечей и король мечей. То есть вот что он понял о вас. Честная, принципиальная, со стержнем женщина, с характером. Мало того, что здесь королева жезлов, да, здесь уже характер такой, ого-го. Плюс еще и принципиальность. Просто ради видимости счастья вы не измените своим принципам. Здесь вот так идет. Как он видит вашу ситуацию сейчас? Что он сам думает о вашей ситуации? Ну, здесь просто тишь да гладь да благодать, муж и жена и семейное благополучие. Он видит вас как пару, он видит, что возможно будущее, что вас очень многое связывает. Ну, смотрите, королева пентаклей, император и десятка пентаклей. То есть мужчина, несмотря ни на что, он ощущает вас как одно единое целое. Не зря здесь показали императрицу. Потому что в его представлениях вы должны быть вместе. Кто-то здесь на самом деле может смотреть на своего мужа, на своего супруга, с кем просто сейчас возникла какая-то сложная ситуация. Возможно, даже была измена. Но мужчина вас видит именно так. Как свою жену, как свою женщину, как очень важную женщину. У вас могут быть совместные дети. Вас явно очень многое связывает. Это и годы жизни совместные, это и имущество общее. Он видит себя императором в этих отношениях, а вас он видит королевой пентаклей. Если вы не супруги, то это может говорить о том, что мужчина ощущает ваши отношения как практически брак. Поэтому смотрите, если кому-то захочется написать в комментариях, как иногда пишут, да он бомж, да он подлец, да мы расстались 10 лет назад, но это явно не ваш расклад. Не надо, пожалуйста, натягивать на себя чужие судьбы. Здесь мне явно показывают мужчину, который живет мыслями о вас и ощущением, что вы вместе. Пусть даже между вами сейчас что-то произошло. Давайте спросим, как он видит будущее. Как он видит будущее, как он себе представляет какое-то ближайшее будущее. Но вот здесь как раз нет у него определенности, здесь больше страхов и беспокойства, потому что то, что между вами сейчас произошло и происходит, его, конечно, напрягает, волнует и лишает его уверенности. У него нет уверенности. Во-первых, он понимает, что так просто это не рассосется, да, вот что бы между вами ни случилось, оно так просто не рассосется. И сколько бы он здесь не отмалчивался, не закрывался, не уходил от разговора и решения проблемы, но когда-то придется все-таки это выяснить, когда-то придется поговорить и что-то решить в конце концов. Но вот именно этот разговор его страшит, как будто он боится результата этого разговора, он как будто убегает от него. Понимаете, вы хотите выяснить истину и свое будущее во что бы то ни стало,
А он убегает от этого, потому что он боится результата. Конечно, ему хотелось бы, чтобы эта проблема легко решилась сама. Вот так вот раз и рассосалась. И оно само все наладилось, и чтобы было все легко. У него, конечно, есть надежда, что так и будет. Может быть, что вы смените гнев на милость, что вы отойдете, еще что-то произойдет. Или может быть, что в конце концов этот разговор состоится у вас, да, выяснение вот это состоится, и это окажется не так уж и страшно, и вы помиритесь, и все наладится. То есть он сейчас прокручивает в голове все эти варианты. Но вот здесь стоит такая неизбежность выяснения отношений и страх перед этими выяснениями. Что он скажет, что скажете вы, какой будет результат. И с одной стороны, неизбежность того, что проблему надо будет решать, 5 жезлов, да, страх перед этим разговором, 9 мечей, и надежда на то, что все само легко решится, да, 3 чаш, что оно не окажется таким страшным, что все будет хорошо. Так что я скажу так, здесь есть надежда, здесь есть неуверенность, и здесь есть понимание того, что рано или поздно разговор должен состояться. Что вы скажете ему все, что думаете вы. Возможно, он видит так, что в основном говорить будете вы, потому что вы хотите диалога, да, в его представлении, вы больше хотите этого диалога. Он закрывается сейчас, но придется ему выслушать вас когда-то. Для него идеальным решением было бы вообще ничего не выяснять, а чтобы все, вот как я уже говорила, рассосалось само, да, все наладилось, никто ничего не сказал никому, и тогда ему легко оставаться вот этим императором, как он себя видит в отношениях, да, и королем жезлов. Он как бы и лица своего не потеряет, и, возможно, не придется какую-то свою вину признать. Отвечать перед вами не придется. Конечно, хотелось бы вот этой легкости. Но, конечно, хочется, чтобы все наладилось. Не просто легкости какой-то, а именно, чтобы наступил мир в отношениях. Давайте спросим, сам он что-то будет делать в ближайшее время. Каких действий можно ожидать от него? Что за мужчины такие? Ну просто чистокол, оборона. Очень хотят быть правыми, очень хотят сохранить свое лицо. Не хотят, чтобы их тыкали, да, мордой. Ну смотрите, как он будет действовать. И возможно, что проявится. Потому что отпускать вас не хочет, не готов. Для него это вообще не вариант. Но он хотел бы проявиться так, чтобы при этом чтобы это не была явка с повинной. То есть все равно очень гордо: вернись, я тебя за все прощаю, да, вернись, я все прощу. Потому что ты моя, я твой, мы вместе, и я не готов. Ну, смотрите, здесь у нас карта влюбленные, да, и иерофант. Почему я говорю, что он вас не хочет отпускать? Это для него невозможно, для него это не вариант. Но он хочет проявиться так, как будто он не виноват, как будто он прав даже в чем-то. Почему здесь и есть такая оборона глухая? Даже если он проявится, он все равно он не придет к вам на коленях. Он придет так, что вот я тебя простил. Попытается вот так это обставить, чтобы не уронить свое достоинство, свою честь. Ему это очень важно. То есть прийти к вам очень гордо, с высоко поднятой головой, да, как вот здесь эта ящерка в 9 жезлов. Я такой весь держу оборону, меня не сломили, я очень гордый, да, я к тебе пришел, но не надо меня тыкать мордой ни во что. Я как бы не хочу. Я хочу оставаться на высоте. Так что вот такого типа проявления здесь вполне возможно. Так он будет действовать. Вполне возможно, попытается вас призвать к какому-то разуму. Ну, подумай сама, ну, подумай хорошо, но мы же не можем все это разрушить. Между нами столько всего. Мы столько всего вместе прошли. Да? Ты же не можешь от этого вот так просто отказаться. Даже если он напортачил чего-то, да, накосячил.
и вы даже его поймали с поличным на каких-то не очень благовидных делах, но вот появится все равно как такой праведник. Давайте спросим для тех, для кого это актуально, что вы сами можете сделать, если вы хотите. Опять же, я не знаю вашей ситуации. Если для кого-то этот вопрос актуален, что вы можете сделать сами для того, чтобы отношения как-то наладились? Что вы можете сделать сами? Может быть, для кого-то это и не актуально. Может быть, вы и не хотите ничего делать. Ну, здесь говорят просто о терпении, о понимании. Если вот в вашей ситуации важна какая-то доброта, может быть, даже шаг навстречу, то да, вполне возможно, вы мужчину этим обрадуете и даже облегчите его задачу, если вы сделаете шаг навстречу. Здесь может помочь то, что вы проявите свою интуицию, свою женскую мягкость, даже в чем-то хитрость. Что-то ему сказать, поддерживающее, положительное, успокаивающее какое-то. Ну, вы сами лучше знаете, как эмоционально вы можете воздействовать на мужчину. Но мне здесь показывают именно воздействие с помощью мягкости, с помощью женской интуиции. Здесь у нас король чаш, луна и паж чаш. Понимаете, вот здесь идет явное эмоциональное воздействие на мужчину. Потому что, возможно, вы лучше умеете это делать, чем мужчина может это делать сам. Вот такой здесь совет. Ну и давайте спросим потенциальное развитие вашей ситуации в ближайшее время. Что же реально может происходить в ваших отношениях в ближайшее время? Будет, конечно, какой-то период молчания, затишья. Вполне возможно, что вы не захотите делать первый шаг. Я говорю, никому не навязываю здесь вот то, что я до этого говорила. Это только в том случае, если вы хотите. Если нет, то значит нет. И здесь возможен период одиночества, период молчания, без каких-либо разговоров, выяснений. То есть здесь каждый будет смотреть вглубь себя, искать ответы внутри себя, обдумывать всевозможные последствия, варианты. Каждый по-своему должен эту ситуацию прожить и будет проживать. У каждого здесь будет своя боль. И, скорее всего, она может ощущаться по-разному, но все равно это боль общая, потому что это будет боль именно от того, что происходит между вами, от того, что вы отдалились. Вот от чего идет эта боль. Как-то надо будет его прожить, осмыслить. Но в конце концов двойка чаш. Понимаете, смотрите, здесь у нас отшельник, тройка мечей и двойка чаш. Мне это говорит о том, что после периода осмысления и проживания вот этой тройки мечей, осознание вообще, что вас так ранит, почему так больно, что между вами происходит. Все-таки возможно ваше объединение, примирение и осознание того, что вы все-таки друг для друга, что между вами очень много общего, что есть нечто такое, к чему стремиться между вами. Но надо будет очень многое понять, осознать. Какие-то, возможно, даже приоритеты расставить здесь. Для кого что важно. Вот такой здесь потенциал развития. Но вы знаете, на мой взгляд, любые отношения, если это серьезные отношения, они претерпевают вот такие вот стадии развития. И всегда будет прохождение, и даже неоднократное, через какую-то боль, через обиду. И вот это вот очень обнадеживает меня здесь. Потому что именно через это, через боль, мы понимаем себя и другого человека. Поэтому здесь я считаю, что у вас хороший потенциал. На этом я закончу свой расклад. Спасибо вам большое за вашу обратную связь. Я все это очень ценю. И с вами прощаюсь ненадолго. Пока-пока.